Приветствую, фермеры! Несколько дней назад вышел Haunted Harvest 2023 года, и в этом видео я сделаю полный разбор этого обновления, расскажу обо всех новых и измененных вещах, а также поделюсь своим мнением насчет этого обновления. Я хоть и люблю рассказывать историю обновлений и других вещей, но здесь я воздержусь. Единственное, что я скажу, как всегда, игроки Nintendo Switch... Начнем с меню, с предметов в магазине и с предметов ивента. Начнем с меню. Меню было взято из старых версий, но оно немного изменено. По крайней мере, на заднем плане теперь спят Муму. Ну и да, вы можете подорвать пампкины. На удивление, в этом шопе нет новых предметов. Есть лишь Скэркоу, его шляпа, ну и Кау-Кау. Зато нам добавили 3 новых предмета для ивента. И все они достаточно крутые. Первый — это Хэнди за 15 тысяч токенов. Это питомец в виде отрубленной головы. Скорее всего, отсылка на вещи из семейки Адамс, но я не уверен. Второй предмет — это... Кравлер за 18 тысяч токенов. Это фиолетовые очки, у которых есть лапки паука. И самое крутое, то что эти лапки паука двигаются. И третий — это Corn Countess за 20 тысяч токенов. Просто хороший скин, у которого шикарное тело Б. Чуть не забыл. Нам еще добавили новое загрузочное меню, которое также используется для Graveside Horde Mode. Давайте поговорим о более интересном. Нам добавили новую карту Countryside at Night. Эта карта немного измененная версия Countryside. Из внешних изменений у нас другой Skybox, взятый из Darkside. Трактор загнан в... как это называется? Бок-Бок и Муму спят. Но помимо этого также есть изменения в спавне оружий. Вместо Revolvers у нас теперь Hake 47. Вместо Sniper Argus Rifle на стороне дома теперь Beat Action Rifle. А у Силоса стоит спаун Granate Launcher. Также у нас появился новый, по всей видимости, временный Horde Mode. Режим называется Fields of Frights. Этот Horde Mode является солянкой из врагов всех Horde Mode. Причем мини-боссы и обычные боссы здесь рандомные. Так, в моей игре мне попался Hellgrazer и Soul Harvester. Кстати, вы кое-что заметили? В этом хардмоде включен туман. И причем не только в этом хардмоде. Но по желанию его можно отключить. Также туман не встречается на обычных картах. Говоря об изменениях, мы должны затронуть самое главное изменение этого обновления. Переработка Soul Harvester. Теперь у Soul Harvester другая анимация появления, которую нам показывали еще год назад. А также другая новая idle поза. Также у Soul Harvester появилась новая атака. В этой атаке он призывает 5 огненных столбов в первой фазе и 10 огненных столбов во второй. Также у босса другая тема, которая была взята с радио. И кстати, теперь за прохождение хардмода на других сложностях нам будут давать награды. Да, это добавили спустя 3 месяца. И сколько уже прошло? 3,5? Да, 3,5. За прохождение Darkside на сложной сложности надают The Queen's Ballad. Музыка, которая играет при битве за Зомбак Queen. За прохождение Darkside на кошмарной сложности нам дают Mini Queen. Идея была предложена Питером. За прохождение Graveside на сложной сложности нам дают Harvester of Souls. Да, у лопат такое же название, как и у обычной версии. За прохождение Graveside на кошмарной сложности нам дают Mini Reaper. За прохождение Forest Side на кошмарной сложности нам дают Griswold Hunter. А за прохождение Fields of Frights дают Lil Grazer. Оригинальный концепт питомца был сделан Саймоном. Также нам добавили коды, их достаточно много, и я на 100% уверен, что какие-то еще не раскрыли. Но сейчас я вам расскажу о тех, которые на данный момент известны. Sanda 2020. Это код открывает старый дизайн Sanda Farmer. Неизвестно, почему в Winter Harvest 2021 года ему изменили текстуру, но теперь он существует как отдельный скин по просьбе одного игрока. Bonehead. Открывает верхнюю часть черепа Bone Meal. Был показан на стриме. Burnhead. То же самое, что и Bonehead, но у шляпы есть огонь. Также Кози сказал, что в будущем огонь можно будет настроить. Скелебок.
Кот открывает Бок-Бок в специальном костюме. Этот Бок-Бок был взят из Haunted Harvest 2018 года. Идея об возвращении была предложена Зиро. Бок-Хай и Фармер-Хай открывают соответственные иконки, взяты с официального Discord сервера. Теперь по мелочи. Нам добавили два новых GMO: No Crop Drop и No Crop Duster. Бу-Бок получил редизайн. Добавили новую систему теней. По всей видимости, добавили новые ежедневные задания, но мне попалось только за убийство на Forest. Также ежедневные задания теперь дают больше бакбаксов. Добавили две новые прически. На Sunnyside добавили футбольный мяч. Идея была предложена мной. И вернулся старый цвет носа. Вернули по просьбе того же игрока, который просил Санды 2020 года. Перед тем, как прийти к моему мнению, я должен сказать, что, возможно, я показал не все, что добавили в обновлении. Все пропуски будут написаны в закрепленном комментарии под видео. Что ж, для меня это обновление 50 на 50. С одной стороны, мы получили действительно хорошие предметы для ивента. Также переработка Soul Harvester была сделана очень хорошо. Большое количество новых кодов порадовало. Ждем еще 1 миллион видео об кодах. Да и сам Countryside at Night выглядит интересно. Хотя, пожалуйста, скажите Квази, что Bit Action Rifle не подходит для обычных карт. Bit Action Rifle должен находиться только в Crop Drop. Но с другой... Мы получили новый Hard Mode, но Hard Mode остался таким же скучным и неинтересным, как и другие. Причем здесь враги были взяты из других Hard Mode, хотя мне понравилось идея с рандомными боссами. Это добавляет реиграбельности, чего не хватает оригинальному Hard Mode. Новое меню, хоть и возвращает в старые времена, но с новым оформлением это выглядит уебищно. Также, хоть и часть предметов хороша, другая выглядит топорно. Особенно Griswold Hunter, это вообще выглядит ужасно. Нам, кстати, не дали предмет за прохождение Forest на сложной сложности. Печально. Новое загрузочное меню для Greyside Hard Mode выглядит шикарно, но проблема в том, что оно не сочетается с другими баннерами. У нас есть 3 баннера для 3 Hard Mode'ов в 3 разных стилях. Один нарисован, другой отрендерен, а третий... Я промолчу. Также туман. Мне очень нравится идея с туманом, я сам ее предлагал, но мне кажется, ее не дотянули. Туман нужно сделать более густым, чтобы хотя бы дальний фон не было видно. Еще мне не понравилось, как обошли с ночной версии Countryside. Мне не нравится то, что карту сделали как отдельную, а не, например, добавили возможность переключаться между дневными и ночными картами в меню. Это позволило бы разработчикам добавлять новые ночные версии карт. Также мне не понравилось, что у Countryside at Night нет своей темы. Банально возьмите с Dark Side или, не знаю, с Countryside. Это выглядит просто пусто как-то, без темы. Также, мне кажется, слишком мало изменений на карте. Если все остальные карты будут сделаны по такому же принципу, это будет Ну и да, обновление полно багов. До смехотворной степени. Планка количества багов уже была поднята в первом сезоне и стабильно держится до сих пор. Но здесь это какой-то апофеоз. Серьезно, например, сам Квак разучился кидать яйца. А Саскваш разучился кидать камни. Кто-нибудь там... У разработчиков есть тесты? У разработчиков вообще есть свободное время? Они о себе думают хотя бы? Хотя, знаете, в игре есть интересный баг. Иногда Джак Сталкер и Блуд Джак появляются с другой скоростью. С не такой, как обычно. Из-за чего у них скорость такая же, как у Блуд Зомбок. Это лучшая часть Countryside Hard Mode. Серьезно, осознавание того, что за тобой гонится эта громила, действительно пугает и заставляет тебя действовать иначе. Господи, не убирайте, это очень весело. В целом, подводя итоги, мне обновление понравилось. Да, у него есть проблемы, но они не такие масштабные, как у сезонов. Единственное, мне кажется, оно немного сухим. Хотя это, скорее всего, связано с тем, что оно связано с тематикой с Hard Mode, которую я вообще не люблю. Ну и да. Главный вопрос. Является ли это обновление лучше, чем первые 2 сезона? Да.